Всем привет! Ну что, настало время взбодрить нашего генерала, и сегодня мы займемся тормозами и подвеской. Настало время полностью обслужить эту машину по подвеске. Мы заменим тормозную систему и элементы подвески. Также поставим бак, а то наш пластиковый уже порядком нам надоел, и подливать туда постоянно бензин как-то не айс. Ну и главное, безопасность. Соответственно, сейчас мы загоняем машину на подъемник и начинаем полностью разбирать подвеску, ходовую и тормозную систему. А вы наблюдаете, как это происходит, и мы покажем, что из этого получится и улучшатся ли ходовые характеристики нашего генерала Ли. Как помните, проблемы были еще в первых сериях про него, когда я тупо не смог открутить сливные и прокачные штуцера на барабанах. Естественно, вся подвеска в отвратительном состоянии, а именно все соединения. То есть болты, скорее всего, будут ломаться, или их придется срезать и отпиливать болгаркой. Поскольку открутить, хотя мы заранее залили все специальной жидкостью, ну, вряд ли получится. Но ничего страшного, поскольку я заказал огромный список по подвеске. Сейчас, кстати, достанем коробки, разложим и посмотрим, что у нас есть из нового. А затем поднимем машину, снимем колеса и будем полностью все разбирать. Вот так вот выглядит комплект ходовой и тормозная система на генерала. А здесь полный дисковый комплект тормозов на каждое колесо. Все от одного производителя Ride Stuff. Этот кит стоил $1000, и без малого он весил порядка 80 килограмм. Соответственно, за таможню, за доставку до Москвы мы заплатили, в принципе, те же $600-700. Итого тормозной кит вышел порядка, по $2000. Если еще взять расчет ходовую, элементы подвески, то все под ключ, наверное, с доставкой вышло $3500. Здесь полностью все инструкции о сборке, в деталях, в картинках. То есть, не знаю, очень легко это все ставить. Все подходит болтон, нужно лишь разобрать старое, как болтон. По опыту мы знаем, что любые американские запчасти нужно доработать немного напильником. Но производитель заявляет, что все встает болтон, прям вот снять старое, поставить новое. И сейчас мы это все проверим и приступим к сборке на машине. Bam, balam, whoa, like Betty, bam, balam, whoa, like Betty,
bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, Black Betty the child, bam-a-lam, Black Betty the child, bam-a-lam. Первым делом мы решили заняться задней подвеской и задней частью автомобиля. Мы снимаем карданный вал, будем снимать полностью задний мост, чтобы его разобрать, отпескоструить, покрасить, потом собрать, залить новое масло с прокладкой и все поставить обратно, чтобы выглядело все изумительно. Как мы предполагали, проблемы с откручиванием болтов и соединений, все закисло. Мы предварительно, естественно, залили все это, но крутится все очень-очень тяжело. Барабанные тормоза меняются на дисковые, все втулки, рессор тоже под замену идут. Ну, сзади не так все обильно, как спереди. То есть задняя подвеска очень простая. Это мост и рессоры. Соответственно, амортизаторы меняются, а также сзади нам надо будет поставить бак. Скажи, вы в комментарии, у вас пуканы пригорают, бомбите и восстанавливаем тачки. Вот, специально для вас, пескоструй. Подписывай, благодарю. Было очень много комментариев, что мы неправильно начали восстанавливать нашего генерала. Но, ребят, мы его не начали восстанавливать. Мы его собрали на скорую руку, завели, чтобы порадовать вас контентом, выставить его на выставке, показать людям. Мы не начали процесс реставрации, мы только сейчас им начинаем заниматься. Да, кузов мы не будем в этом сезоне делать, поскольку кузов такой вот прогнивший, покоцанный, неровный придает изюминку этому проекту, поскольку генерал Ли на самом деле был именно такой, а не вылизанный, блестящий, наполированный чарджер. Мы демонтировали подвеску, ну как, Дима докручивает последний амортизатор. На вид это просто куча ржавого металла, которую мы могли снимать 15-20 минут, а снимали 3 часа. Все болты поломались, половину спилили. Короче, полная жесть. Но теперь мы разберем все более тщательно. Какие-то детали отправим на песочку и на покраску. И, естественно, переходим к передней части машины. Там, мне кажется, будет самое сложное, поскольку здесь все детали огромные и их не так много. А спереди деталей поменьше, их больше. Больше шпилек, больше гаек. Все это придется срывать каким-то образом. В общем, посмотрим. Сука! Переходим на переднюю подвеску. Я хочу снять одновременно все и разобрать, поскольку удобнее отвезти один раз на песочку. Уже сегодня я все это отдам, завтра должно быть готово. Потом отвезем на покраску все элементы и можно будет собирать. К сожалению, да, одним днем это не сделать, но постараемся в сжатые сроки все собрать обратно, поскольку сейчас каждые выходные проходят какие-то выставки, и эти наши машины должны быть там. Вот. Отдохнули? Пойдем. Снимаем колеса и разбираем подвеску. Вы, наверное, могли заметить, что на чарджерах нет передних пружин. Все потому, что Mopar, Dodge использовали в своих машинах торсионную систему подвески. И можно наблюдать, вот они торсионы, проходят от передних рычагов, от переднего подрамника и в лонжероны дальше кузова.
Все, теперь официально могу сказать, что подвеска нашего генерала полностью демонтирована. Завершающим этапом было снятие переднего подрамника. На кузове остались лишь торсионы, но их надо просто выдернуть из закладных. Следующий этап — это разборка, снятие рычагов, тяг, и затем грузим в тачку и везем на пескоструйку. Предполагалось, ничего не откручивается, все закисло в усмерть. Сейчас попробуем как-то что-то отпилить, что-то открутить, потому что нам нужно отдать на пескоструй детали максимально разобранные, чтобы максимально качественно их отпесочили, максимально качественно после этого их покрасили. Соответственно, сейчас этим и займемся. И вот такие проблемы буквально со всеми сайлентблоками. Болты закисают во втулках и не дают прокручиваться болту, чтобы вытащить, соответственно, этот болт и разобрать всю систему нормально. Но есть решение. Мы сейчас пойдем на улицу, и вы увидите, как можно сделать так, чтобы вот эту всю часть разобрать и заменить на новые сайлентблоки, и все будет отлично. Погнали! И вот наши сайлентблоки с болтами, которые закисли внутри. Что можно сделать? Можно взять горелочку и выжечь внутри резинки. Тогда у нас внутренняя втулка сайлентблока вместе с болтом вывалится наружу, останется только внешняя обойма, которую мы сможем легко вытащить с помощью специальных приспособлений, которые вы увидите дальше. И вот наша задумка получилась. Мы выжгли лишнюю резину, освободили крепление, и вот у нас закисший болт во внутренней втулке. Итак, вся подвеска с чаги у нас демонтирована, остался только один левый верхний рычаг. Вся проблема в том, что болт закис в втулке, и втулка на резинке проворачивается, соответственно, болт мы не можем вытащить, и это доставит некоторые нам проблемки. Вот наш рычаг, верхний левый, а вот этот болт. Соответственно, он закис в резиновой втулочке. Внутри резиновой втулочки идет металлическая втулка, чтобы резинка не потерялась от движения рычага вверх-вниз. И от времени просто болт закис в этой втулке и не дает нам его вытащить. Он там крутится, но крутится вместе с рычагом. Соответственно, сейчас надо будет как-то попробовать обрезать болт в этих местах. Других вариантов нет. Злосчастный рычаг наконец-то извлечен. Пришлось греть, пилить и долбить. По-другому он никак оттуда не хотел выбираться, но теперь он демонтирован и можно продолжить. Полностью подготовили детали к пескоструйной обработке, убрали лишние резинки, сайлентблоки, все разобрали тщательно. Мост уже в багажнике, грузим следом все остальное и везем это все на пескоструйную обработку и сразу же окраску.
У нас сжатые сроки, мы хотим успеть машину собрать к выставке, к следующей. И у нас ровно 5 дней на окраску и сборку обратно всей подвески с тормозами. Не будем терять время, грузим и помчали. Итак, детальки вернулись в порошковой покраске. Порошковая покраска – это особенное напыление на металл, которое запекается при температуре 200 градусов и не так сильно подвержено механическим повреждениям. То есть его можно царапать, стучать по нему чем-то металлическим, и краска не будет облупляться. Все детали подготовлены, выгружаем и начинаем сборку на новых компонентах. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Запчасти разгружены, и теперь нам предстоит сборка. И начну я с моста. После пескоструйной обработки его нужно разобрать и замыть всю внутрянку, дабы каким-нибудь случайным образом там не оказалось песка, хотя мы закрывали все отверстия. Вот, разбираем и начинаем сборку тормозной системы на нем, прокладываем трубки. Помчали. Челлендж начался. У нас есть 6 часов до начала выставки в Сокольниках, и нам предстоит за эти 6 часов полностью собрать подвеску с тормозной системой и вернуть все в машину, поставить ее на ход и проверить. Поэтому не будем терять времени, а накидываемся все вместе за сборку и пытаемся успеть невозможное. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, one place, and now I'm falling from grace. Please don't trip, watch your step. You better tie your shoelace. Look at the ground, 90-degree angle. Human race trying to get some real talk from you, but poker face. Like, what are you trying to do? Yeah, fit in and step in the shoes. Yeah, but how is that working for you? Yeah, apply back and no one of you. Yeah, now you're almost 22. Yeah, taking it nowhere new. Yeah, that's a sneak preview. Yeah, of the life you be living. No cooking, no kitchen. 60 for mission, flowing around, switching ambition, not scheming, pushing like a pitch. Cold out in the midnight, cold as a for Я завершил сборку одной стороны моста. Тормозная система на месте тормозной диск, на месте тормозной суппорт. Также установлены новые подшипники оси. Все по инструкции, все подошло без проблем. Выглядит тоже все очень здорово, мощно. И теперь я перехожу на вторую часть, а после этого прокладываем магистрали и ставим мост в машину. This radio pop shit, I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, the top lit. Последний этап – это заправка маслом нашего редуктора, после чего мы будем его ставить. Man, I'm one of a kind, so sit back, relax, and listen one more time. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, the top lit. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, the top lit. Вот так вот круто смотрится передняя подвеска нашего генерала. Мы поставили рулевые, поставили тяги. Сейчас будем ставить все на машину и после этого ставить тормозную систему. Кстати, Дима там уже поставил верхние рычаги и кулаки.
been on some coke and no check. Could stare and bitch and take a pic. Kodak, I threaten the game, cause money and fame, they don't affect my brain. It's fucking all the same. I'm sick of hearing about these Insta names with Insta fame. Take a pic, sick, you're lame. A quick fix to shame. You lick dick for fame. A thick chick is slain. A chick picked too late. I think I've gone insane. I think I've lost my brain. And honestly, I'm a motherfucking novelty. В общем, я со своей стороны добрался до этапа сборки тормозной системы. Вот здесь у нас установлен кулак, новая скоба под суппорт. И первое, что заставило меня немного покопаться в залежах, это 3 болта крепления пыльника отсутствуют в комплекте. Сейчас приходится подбирать, но что-то пока не получается подобрать нужный. Возможно, придется собрать без пыльника, поскольку время ограничено, и у нас остается считанные часы до выезда. А что там у Димы, я не знаю. У Димы тут ничего хорошего. Все как всегда. Остается пару часов, а у нас ничего не готово. Но мы все сделаем. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Ненавидим этого генерала, его тормоза, бензобак, подвеску и все остальное. Шел. Сколько времени? 2 ключи. 3. Ну, мы здесь часов 14 уже ее ставим, а хотели за 6. Ну, что-то пошло не так. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. Прошло почти 20 часов, как мы занимаемся сборкой подвески этой машины вместе с тормозной системой. Мы уже порядком все удолбались. Думали, что управимся быстро, но хрен там, сейчас уже 6 часов утра, уже рассвет. И только сейчас мы все закончили, все подключили, прокачали, проверили и отправляемся перегонять машину на выставку в Сокольнике. Надеюсь, проедем мы этот маршрут без происшествий, поскольку заехать на сход-развал у нас не было возможности. Мы выставили все на глаз с линеечками. Схема рабочая, думаю, будет все как надо. Поехали, просто поехали. Я уже хочу отмыться, переодеться и, лечь спать. Like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All of this cloud and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'm shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me. Till I'm dead, pushing out daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know up and down. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. So I can
Something. Бенз капает. Кстати, красивая картинка, да? Ага. Вот так вот. В общем, сейчас 7 утра, и мы доехали до Сокольников. Благополучно обоссались. Лопнул патрубок какой-то один из. Но главное, хочу сказать, что тормоза отличные. Их надо будет немножечко, естественно, прокатать. А потом уже полностью, да, сказать, как они. Подвеска более сбалансированная, естественно, сход-развал что-то не очень совсем. Колеса у нас как-то кривоватенько стоят. Но машина уже на уровне лучше рулится. После выставки обязательно поедем на сход-развал, настроим ее по подвеске и проведем дополнительный тест-драйв. Малыш. Зато мы доехали. Андрюх, я не знаю, как ты ехал, Ну а по факту мы выполнили задуманное, мы сделали то, что хотели, мы доехали, успешно доехали до Сокольников. Да, на въезде уже случился некого рода инцидент, но это не страшно, всего лишь сорвало патрубок системы охлаждения. Но подвеска, тормозная система, рулевое управление работают исправно. Машина даже без ход-развала смогла доехать до места назначения. Значит, мы не просто так старались. У нас были варианты поставить машину на эвакуатор и довести ее, не заморачиваясь. Но у нас была поставлена цель. И, в принципе, за 24 часа мы смогли полностью собрать всю ходовую машину. И это круто. Ну и главное, не забывайте подписываться, ставить комментарии, давать нам какой-то свой фидбэк, рассказывать друзьям, поскольку мы делаем это все для вас, чтобы вы смотрели и вам нравилось. У нас еще куча проектов, и сейчас только начало сезона. Будет много крутого контента, будут и жоговые, и тест-драйвы, и какие-то безумнейшие проекты, которые мы сможем осуществить. Главное, чтобы вам нравилось и подписки росли, поскольку уже в этом месяце мы хотим перешагнуть отметку 100 тысяч подписчиков и получить серебряную кнопку, для которой у нас уже есть место на полке. До скорых встреч, друзья! Еще раз. Полочку, которую уже создали для серебряной кнопки YouTube. Не жалейте нажать клик. Ну и главное, не забывайте подписываться. Ну и главное, комментируйте наши видео.